Доброго времени суток, мой зритель! Для тебя вещает плохой игрок. В моем первом видео, посвященном вселенной Will to Live Online, я говорил о том, что планирую выпустить ролик о минусах, с которыми придется столкнуться игрокам в связи с тем, что игра стала бесплатной. С того момента прошло более 2 месяцев, и причиной невыхода данного ролика столь продолжительное время явился анализ, который я проводил не только общаясь с игроками, мониторя комментарии в фановых группах и посты в сообществе Steam, но и, разумеется, сам играя в данную игру. Короче говоря, прежде чем говорить о своих предположениях, я решил перестраховаться и посмотреть, начнут ли они проявляться в игре или же нет. Для многих игроков не являются секретом основные места фарма и прокачки персонажа. Это болотные блевуны и точки спавна медведей на локации болота. Точка спавна фаланг в каньоне. Точка спавна больших песчаных пауков недалеко от базы Черного заката. Некоторые места спавна ящеров и, разумеется, огненные пауки на локации Мертвый лес. Я не просто так сказал именно про точки спавна мутантов. Дело в том, что присутствие всего одного игрока на такой точке полностью перекрывает фарм и прокачку игроку другому. Точка с парой фаланг у заправки в каньоне, с которыми без особого труда справится любой игрок, достигший 25 уровня, если не меньше. Точка со спавном медведей каждые 4 минуты в пещере на окраине локации болота, которую также может легко держать всего один игрок. Все болото с блевунами, на котором также весь фарм может перекрываться всего одним проворным игроком, двигающимся по болотному кольцу. Точка со спавном больших песчаных пауков недалеко от базы Черного заката, которая также по сути рассчитана на фарм одного игрока. Нет, может, кого-то и устраивает система глупых договоров с игроками о очереди, в которой каждый будет убивать по одному пауку, простаивая каждый раз в холостую по 10 минут. Но мне кажется, что большинству такой мазохизм, а именно трата кучи времени, при этом почти ничего не получая, не по нраву. Вы только подумайте над комичностью ситуации. Из-за безвыходности игроки уже сами формируют очереди для отстрела мутантов. Разве это нормально? Несмотря на недавно вышедшее обновление, в котором упомянуто о добавлении новых точек спавна огненных пауков на локации Мертвый лес, после собственного анализа и опроса игроков стало понятно, что место их спавна является до сих пор комфортным, но максимум для 2 наемников от 25 уровня. Проходя все эти места фарма, мне удавалось ловить моменты, когда на них я присутствовал один. Хотя и частенько бывали случаи, когда мне приходилось идти дальше, или же вообще на время выходить из игры. Все это было ровно до того момента, когда игра стала бесплатной, и до того, как количество игроков на серверах было меньше в 5 раз, нежели теперь. Сейчас вы можете наблюдать кучу игроков, стоящих по кругу оврага на локации Мертвый лес, многие из которых от безвыходности и долгого холостого простоя уже активно переключились на ее других обитателей, что раньше само по себе именно на данной локации было весьма редким явлением, и даже в этой нише уже смогла образоваться конкуренция. И так происходит абсолютно во всех возможных местах фарма. Теперь, куда бы я ни пошел, я всегда сталкиваюсь с большой конкуренцией, и желание играть в такой ждалкер онлайн у меня все меньше и меньше. Конечно, есть выход заходить в игру по будням глубокой ночью, а также пытаться ловить редкие моменты, когда на той или иной точке отсутствуют другие игроки. Вот только такой способ людям, ведущим нормальную жизнь, вообще не подходит, ибо большинство из нас занятые люди, которые могут играть в данную игру по будням вечером после работы или же в выходные дни. Конечно, существует выход, который в принципе должен был уже начать реализовываться еще задолго до момента перехода игры в разряд бесплатных, и о котором большое количество игроков уже не раз просило администрацию проекта, а именно, я подчеркиваю, многократное увеличение количества спавна мутантов, и не просто в одной точке, а с добавлением дополнительных альтернативных мест. Однако тут присутствует некий момент, от которого можно плавно перейти ко второму минусу перевода игры в разряд бесплатных, пусть пока и практически незаметному, но об этом вы узнаете, посмотрев вторую часть ролика по данной теме. Благодарю за внимание, для вас вещал плохой игрок.